Дорогие друзья, вы попали на канал «Самое синее в мире». Это Дагомыс. 12. Наша конечная цель будет Кындыкский горячий источник минеральной воды. Это в 30 километров от Сухума, на окраине села Кындык. Находится горячий источник и бьет из раскаленных земных недр. Температура воды на выходе высокая, около 100 градусов. А пока проходим контроль. Вот мы проходим границу. Ехали мы из Дагомыса. И сейчас я вам постараюсь показать немного Абхазию. Не судите строго, снимала через стекло. Поэтому, может быть, кадры не всегда четкие будут. Приятного просмотра. Всю экскурсию очень интересно ведет экскурсовод Людмила. Немного давайте послушаем экскурсовода. Новая Гагра. По старой Гагре мы только что проехали, но было темно, и я на обратном пути вам покажу. Было очень темно, бессмысленно было показывать вам, что справа-слева. А сейчас мы движемся по объездной дороге. Внизу светится Гагра, да, уже наступает рассвет, скоро потухнут огоньки, и люди будут вставать и спешить в школу, ученики, дети на работу. Почти никто из них не знал грамоты, но аж о других науках и речи быть не могло. Они были все отважные воины, примерные мужья, примерные сыновья, но были безграмотны. И по причине своей, что белый царь христианин, если только они ему подчинятся, загонит их всех в Сибирь, а есть такая холодная страна Сибирь, где вечные снега, и там они погибнут от холода. И вот, поверив этому, они покинули. Ну, не совсем, не все, потому что для горцев это страшный грех, это страшнее смерти потушить огонь в очаге своей хижины. Впервые проезжает это город Гудаута с правой стороны. Справа находится вокзал. В этом году нас порадовал туристический поезд из Сочи в Гагры, и мы свободно могли двигаться до Абхазии. Сейчас, конечно, в связи с пандемией опять этот транспортный узел закрыт. Будем ждать окончания карантина. Никто не мог понять, что же это такое. А Георгий вставал, ой, какой солнечный диск. Девочки, это нам знамение, это нам приветствие, это нам праздник. Вот, и Георгий вставал и говорил: со мной мой Господь, мне нечего бояться, Господь меня спасает. И вот Диоклетиан тогда решил: ах, этого ты не возьмешь, тогда мы его колесуем. Это была страшная пытка в те времена, в раннее средневековье, колесование. Это огромное колесо в диаметре 2 метра, шириной. Георгия приподняли и опустили, поставили на землю. Всего его обмахали крыльями и вознеслись над ним. И вдруг все увидели: Георгий стоит целый, невредим. Ни одной раны, ни одного кровоподтека. Тут люди, палачи, испугались и... А мы продолжаем слушать интересный рассказ экскурсовода Людмилы о Георгии Победоносце. В верхней Нагорной части Новоафонского мужского монастыря это собор Пантелеймона Целителя. Монастырь был построен с 1872 года
началась постройка, и в 1900 году он был освящен как Новоафонский мужской симоноканоницкий монастырь. И в 1900 году по распоряжению императора Николая II местечко Анакапия, а именно так всегда называлось это место Анакапия, и было столицей средневекового Абхазского царства, которое просуществовало 3 века и 10 лет. Так вот, местечко Анакапия в 1900 году было переименовано в Новый Афон по названию монастыря. А в 1986 году рыбацкий поселок, да, в советское время это был рыбацкий поселок, потому что тут развивался рыбный промысел. Рыбацкий поселок Новый Афон получил статус города с 1986 года. Это 7-й город в Республике Абхазия. С 1992 года по сентябрь, по 30 сентября 1993 года здесь шла война, кровопролитная война. 13 месяцев лилась кровь и абхазских братьев, и всех остальных, которые здесь проживали и защищали свою родину. Но сюда также пришли на помощь абхазским братьям народы Северного и Западного Кавказа. Это Краснодарский и Ставропольский край. Со Ставропольского края сюда пришел казачий полк, Теркский казачий полк, ну, на реке Терек расположенные казаки еще с царских времен. Пришла сюда Чечено-Ингушетский полк, с Кабардино-Балкарии ополченческий полк, с Карачаево-Черкесии, с Краснодарского края Краснодарский полк кубанских казаков и Адыгейский ополченческий полк. А также на месте был создан армянский батальон, так как на территории Абхазии по численности после местных населения абхазов по численности превалирует армянское население. Армянский батальон очень отважно сражался, было много героев среди них. И вообще пожил Карабах. Карабах же в 90-м году вышлял, а эти вот с 92-го, Осетия чуть позже. Вот. Конечно, победу одержать этими абхазами сражались и русские, и украинцы, и белорусы, и поляки, и армяне, и все народы Северного Кавказа. Это 12 языков, 12-языковая одноплеменная группа народов Северного Кавказа: адыгейцы, шапсуки, натухайцы, кабардинцы, балкарцы, карачаевцы, черкесы, чечены, ингуши и даже аланы. Но аланы — это осетины, они не входят в состав группы состава кавказских языков. Вот. И в 2000 году Республика Грузия вошла в состав НАТО, и в 2000 году в Кадурском ущелье, куда мы сегодня с вами проехали,
много имен, который искушал. С правой стороны железнодорожный вокзал, столица Республики Абхазия Сухум, тоже пока не восстановлены. И на восточном фронтоне вокзала написано Агуа вокзал, а на западном Сухум вокзал. Сухум это уже современное название, где-то держится оно примерно 6 веков. А до нашей эры это поселение большое называлось Ако. Итак, мы проехали Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и сейчас едем по Сухуму. Просто включу вам музыку, наслаждайтесь. Столица Республики Абхазия Сухум входит в десятку древнейших стран мира, так как жизнь здесь всегда била ключом. Девочки, а вот вспомните Красный мост. Я в начале пути говорила Красный мост. Друзья, если вам понравилось, будет продолжение, не уходите далеко.